глубине одного из британских островов стоит крошечное здание, его 2 комнаты строили ровно 20 лет. Темница Сарка считается самой маленькой в мире, но история ее богаче, чем легенды об Алькатрасе. К примеру, в начале 90-х именно сюда угодил физик-ядерщик, попытавшийся в одиночку украсть целый остров. Остров Сарк расположен между Великобританией и Францией, всего здесь живут только 500 человек. Тюрьму начали строить в 1856 году и закончили 20 лет спустя. На строение с 2 камерами ни у кого просто не было денег. Камеры темницы совсем крошечные, по 3 квадратных метра. Окон нет вовсе, а первой обитательницей ее стала молодая служанка, похитившая у нанимательницы платок. Девушку заключили на 4 дня, но находиться в темной камере без окон ей стало так страшно, что местные жители разрешили оставить дверь открытой. Все подруги служанки находились рядом до конца срока заключения. Но в 1990 году в тюрьму угодил и серьезный преступник. Французский физик-ядерщик Андре Гардис приплыл на остров с винтовкой и плакатами, попытавшись устроить настоящий переворот. Он потребовал отдать остров ему в личное владение, поскольку в 15 веке семья Гардис была лордами Сарка. Вторжение закончилось, не успев начаться. Местный констебль просто отобрал у физика оружие и отправил его в ту самую тюрьму, правда всего на неделю. Образумившийся ученый согласился отказаться от своих притязаний на остров и вернулся во Францию. С тех пор тюрьма выполняет функцию вытрезвителя для жителей острова. Тем не менее, формально Сарк продолжает работать. За небольшую плату туристы могут остановиться в тюрьме на ночь. Говорят, услуга пользуется спросом. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.